Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы вновь на канале Майора в отставке. Итак, «Шалкет» или «Дед, уходи» – эта фраза, наверное, станет символом нового 2022 года. Как говорится, как год встретишь, так его и проведешь. Именно такой фразой встретили свой Новый год жители Казахстана, которые массово вышли на улицы страны, протестуя против властей. Толчком послужило повышение цен на сжиженный газ, но это была всего лишь капля, переполнившая чашу терпения народа. Во время протестов силовики в некоторых городах Казахстана переходили на сторону протестующих, и это серьезный сигнал старику-соседу. Но, к сожалению, в этой истории наш Елбасы решил продемонстрировать в очередной раз силу и решимость никогда не идти на уступки под давлением. Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Как всегда, это будет моя точка зрения, соглашаться с ней или нет, решать только вам. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого, и поехали! После резкого роста цен на сжиженный газ в Казахстане 2 января этого года начались акции протеста. Начало протестам было положено в нефтяном городе Жанаозене, но затем, словно пламя, протесты распространились практически по всей стране. Требования протестующих постепенно перешли от экономических, это снижение цены на газ, к политическим, то есть к уходу от рычагов управления страной бывшего президента страны Назарбаева, или как там его называют, Елбасы, лидер нации или что-то в этом духе, а далее и сменой всего руководства страны. Елбасы довольно-таки старый, но хватка, видимо, еще крепка, поскольку он вцепился во власть словно клещ. Когда после транзита власти в 2019 году фактически остался у руля страны, возглавив пост главы Совета Безопасности, а президентом назначил своего Токаева. Причем к этой процедуре достаточно основательно готовились, и после транзита семья Назарбаева осталась у кормушки. Это не удивляет. Нажитое за время президентства многомиллиардное долларовое состояние без властных рычагов сохранить бы не получилось. Как это всегда и бывает у авторитарных лидеров, у которых коррупция – это хлеб родной, а иногда и золотой, подобно Батону Януковича, они почему-то все держат свой народ за дураков, за скот. Когда такие лидеры постсоветского пространства говорят о том, что они покидают власть и прибегают к транзиту, то абсолютно всем ясно, что никуда они не уходят. Это фокус с расчетом оболванить людей. Знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Так, например, советские лидеры, за исключением Хрущева и Горбачева, не покидали свое кресло до последнего своего дня. Ленин, например, вообще в последнее время с башкой не дружил, но в письмах к съезду писал, что только он и может им руководить. Сталин тоже сидел до тех пор, пока не помер в луже собственной мочи. В общем, Назарбаев в свое время решил никуда не уходить, посчитал свой народ за дураков и, посадив на пост президента своего кореша, стал чем-то вроде темной материи, контролирующей всю систему страны, материей, которую не видно, но оказывающую огромное влияние на все. Кому-то, например, нравится быть скотом, но не все народы готовы это терпеть. У кого-то духу не хватает быть свободными, а кто-то на раз-два сметает своих диктаторов. Казахи взбунтовались, и поводом стали цены на газ, но понятно, что реальные причины протестов совсем не в газе, а в том, как власть поступила с людьми, посадив Назарбаева на самый влиятельный пост в стране пожизненно, поставив ему памятники при жизни и назвав его честь столицу. Причина также и в том, что в относительно богатой стране народ живет бедно, на мизерные зарплаты, нищенствует. В итоге протесты в Казахстане охватили город за городом. Долго копившееся недовольство и напряжение граждан в условиях отсутствия нормальной возможности для выхода пара вызвало взрывной эффект. Начались беспорядки и погромы, которые лично я не оправдываю. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Протестующих власти стали называть не иначе как преступниками и террористами, которыми якобы руководят извне. Да, видимо, такую методичку от главного Елбасы получили власти республики.
На фоне сообщения о переходе силовиков на сторону протестующих Токаев, явно испугавшись и согласовав вопрос с другим, Елбасы из соседней страны, запросил силовую помощь от ОДКБ. ОДКБ, разумеется, ответила положительно и направила войска в Казахстан. Судя по всему, местные силовики, местные структуры в Казахстане постепенно выходили из-под контроля властей, отказывались стрелять в своих же граждан, и Токаеву пришлось запросить помощь именно у ОДКБ. Столько конспирологических теорий за последние дни было выдвинуто касаемо сути протеста, погромов и судьбы Назарбаева. Основная масса этих теорий сводилась к тому, что это борьба кланов, что Токаев решил таким образом избавиться от Назарбаева, или что это вообще организовал Кремль. Некоторые теории говорят о том, что Назарбаева убили в первые дни протестов. Все что угодно, но только не классический, искренний народный протест против диктатуры, кумовства и коррупции. После начала протестов Назарбаев действительно изначально покинул пост главы Совбеза и, скорее всего, сбежал из страны. В тот момент, когда сила протеста перешла в неподконтрольную властям стадию. Это подтверждается тем, что Токаев уже 5 января сам заявил о том, что возглавил Совет безопасности Казахстана. Поэтому, как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Когда власти Казахстана, а вместе с ними и власти в Кремле, поняли, что протесты выходят из-под контроля, и вероятность того, что текущее руководство Казахстана будет сметено, было принято решение ввести войска ОДКБ. Я абсолютно уверен, что такое решение было продиктовано из Кремля, и причины, по моему мнению, следующие. Путин не хочет допускать повторения украинского Майдана на своих юго-восточных направлениях, да и вообще нигде и никогда вокруг управляемой им территории. С Украиной он, видимо, лоханулся и больше такой ошибки допустить себе не позволит. Протесты в Беларуси, например, уже подавлялись силой, и не без помощи Путина. Причем мне известно, что туда отправляли и российский ОМОН. Я думаю, что после подавления протестов в Казахстане Назарбаева, если он, конечно же, жив, вернут на прежнее место, а историю с побегом представят как вражеский фейк, поскольку он важен Путину именно там, ведь они лучшие друзья. Однажды Назарбаев рассказал, как после отдельного разговора с Путиным между ними возникло полное доверие. Сначала он был премьер-министром. Я в то время вовсю проводил реформы здесь, он хотел знать, что и как я делаю. Мы встретились тогда, я рассказывал, с чего я начинал, что надо делать. Потом пару раз встретились, у нас с ним был отдельный разговор 1 на 1, который положил начало полному доверию между нами, сказал Назарбаев о Путине. Кремлевскому Елбасы важно продемонстрировать как и внешним, так и внутренним врагам, но также колеблющимся партнерам, что смены устраивающих его режимов он не допустит. Хрена с два. Он наглядно хочет показать, что любые дальнейшие попытки смены дружественных ему диктаторских режимов будут жестко подавляться. Ведь если окружающие ему подобные системы правления развалятся и в соседних странах произойдет демократическая смена власти, это станет прямой угрозой и ему лично, и его режиму. Кроме того, в Казахстане находится еще важный объект, потерять который для Путина будет чем-то вроде унижения. Это космодром Байконур. Я сильно сомневаюсь в том, что в случае смены власти в Казахстане на демократическую, новая власть будет беспрепятственно позволять пользоваться космодромом, несмотря на то, что аренда ее действует до 2050 года. Ну и опять же, самый большой кошмар ватного короля – это НАТО. Как маленьких детей пугает Баба-Ягой, так Путин пугает себя и доверчивых россиян НАТО. Что касается расширения НАТО. Военной группировки США и НАТО. Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ведь расширение НАТО на восток... И будет расширение НАТО на восток. Если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, План вступления для Украины в НАТО. И натовские корабли окажутся в городе русской военно-морской славы в Севастополе. Украина станет членом НАТО. Но вот если туда зайдут войска НАТО... зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем?
оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то вот удушающие, у меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Он действительно считает, что смена власти в какой-либо соседней стране приведет к тому, что эта страна автоматически станет плацдармом для альянса. Я думаю, что скоро объявят о том, что беспорядки в Казахстане были организованы странами НАТО. Так что не просто так подавляющее большинство военных прибыло в Казахстан именно из России. Количество войск ОДКБ в Казахстане на данный момент насчитывает около 3000 человек. Из них 80% это военнослужащие из России. Ну и еще один момент. После завершения операции ОДКБ в Казахстане российские военные вряд ли оттуда уйдут. Не для того они туда, как говорится, приехали. Кремлевские елбасы не упустят возможность обосноваться в Казахстане. Токаев совершил большую ошибку, когда позвал на помощь в подавлении протестов армию других государств. Теперь свой народ его никогда не простит, и удержаться на своем месте все оставшиеся верхушки Казахстана без внешней помощи легитимным способом будет невозможно. Потребуется присутствие внешней силы, роль которой как раз и будет играть российская армия. Это будет вызывать напряжение и недовольство среди местного населения. Отношение к русскоязычному славянскому населению, которое в основном проживает в северных районах республики, будет ухудшаться, что, возможно, приведет к требованиям со стороны Кремля о предоставлении автономии в этих районах со всеми вытекающими сепаратистскими последствиями. Так мы получим еще одно тлеющее место на теле планеты. На что я больше всего обратил внимание, так это на то, что в нескольких городах Казахстана силовики перешли на сторону протестующих, отказались их разгонять и вместе с ними двинулись вперед. Это, конечно, редкость для современных протестов на постсоветском пространстве. Я могу вспомнить, как у нас во время ингушских протестов в Магасе местная полиция отказалась разгонять протестующих, а после того, как на разгон направили приезжих силовиков, стала стеной между протестующими и приезжими полицейскими. Во время протестов в Беларуси в рядах ОМОНа также имели место отказы выполнять приказы. В Казахстане, на мой взгляд, произошло нечто похожее. Местные силовики отказались идти на своих граждан, но не везде, но все же. Вышли из-под контроля и пришлось просить помощь из соседних государств. С одной стороны, это хороший знак, когда силовые структуры переходят на сторону своего народа, мирно требующего перемен в стране, отказываются применять к ним сил, но с другой стороны, помощь со стороны ОДКБ наводит на мысль о том, что впредь любые мирные массовые протесты против диктатуры, неважно где, будут подавляться чужими силовиками. Для этого достаточно будет просто объявить протестующих бандитами. Еще эти трагические события в Казахстане показали, что прогнозируемый многими экспертами транзит власти в России не состоится. Транзит по-казахски, как мы все теперь увидели, не прокатил. Назарбаеву наставили памятников, назвали его именем столицу, но что-то пошло не так. И хер его знает, где сейчас сам великий елбасы. Так что ждем кандидатуру Путина в списках кандидатов на президентских выборах в 2024 году. Передавать власть преемнику он уже вряд ли будет. Не для этого ведь наш елбасы Конституцию менял, чтобы так просто уйти. Ну а у меня на сегодня все. Напомню, что это была моя точка зрения, соглашаться с ней или нет, решать только вам. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.